Друзья, приветствую! Вы на канале клиники Медсистема. Меня зовут Кирилл Попов. Наша клиника работает на базе Центра молекулярной диагностики. Это анализы лаборатории Центра эпидемиологии Роспотребнадзора. Я сегодня в качестве медиатора между нашим гостем и нашими врачами. Соответственно, очень крутой будет выпуск, потому что легендарный гость, вы все его знаете, это супермедийный спортсмен силовых видов спорта. И не буду томить, это легендарный Денис Иванович Цыпленков. Приветствую. Денис Иванович, спасибо, что сегодня к нам пришли. Я вкратце тогда расскажу. Мы с вами предварительно сдали кое-какие анализы. Да, вы сегодня к нам приехали, чтобы пройти полный чекап, и УЗИ, и с врачами пообщаться, и историю анализов все это посмотреть. Плюс были до этого какие-то истории со здоровьем? Ну да, не одна. И не одна. Да. Это такая тема, которая уже Так требует постоянства. Да. Надо ходить, смотреть, сдавать. Да, бывают проблемы. И слава богу, есть друзья, которые сразу поддержку оказывают. Спасибо вам большое, что вообще доверились, на самом деле, что вы нам доверились, да, в том числе и мне. Сегодня план какой? Мы сейчас сделаем обследование УЗИ, мы пообщаемся с кардиологом, мы пообщаемся со специалистом УЗИ, да, с терапевтом, и, соответственно, я дам кое-какие свои корректировки, что я вижу как спортсмен, не как врач, как спортсмен, да, как человек, который тоже какой-то образ жизни спортивно соблюдает, да, и мы все это вместе, скажем так, на троих, вы, я и доктор, я, опять же, в качестве медиатора, чтобы не было у клинического врача таких опасений, что тут что-то такое, чтобы я мог хоть как-то сглаживать углы, да, тогда не буду томить, сейчас вас приглашаю в кабинет УЗИ, там вас посмотрит, соответственно, специалист УЗИ и терапевт, и посмотрит кардиолог, и после этого мы встретимся и уже вместе с анализом все это в одну кучу будем интерпретировать и какие-то ставить диагнозы, какие-то выводы до обследования, и будем плотно вами заниматься. Вот. Спасибо еще раз, что доверились и приехали. Левую, левую. А правую вдоль тела. Ага. Все. И буду немножко прижимать. Постарайтесь как... Да, мне нормально, мне все видно. Буду прижимать. Еще делать нужно. Вот. Ну, здесь мы видим анатомические структуры сердца. Видим, что у нас спортсмен волнуется. Вот, как бы не нашли что-то нехорошее. У профессиональных спортсменов размеры сердца будут отличаться, в отличие от простых людей. Там, естественно, они отличаются. Здесь мы смотрим размер аорты, потому что для спортсменов очень важен размер аорты. Наша задача не пропустить аневризму аорты. Значит, размер дуги аорты у нас в норме. Тут тоже видны хорошо сосуды. Бывают крупные люди, либо спортсмены, либо просто люди с ожирением, у которых не видно через грудную стенку. Что здесь можно сказать, что это спортивное сердце, гипертрофия здесь пограничная, спортивная, может быть, фенотипически такой. Экстремальных перегрузок сердца здесь нет, но в любом случае такое сердце требует особого динамического наблюдения, особого внимания врача. Сегодня мы будем смотреть щитовидную железу сначала, это поверхностный орган. Далее мы будем смотреть брюшную полость, в которую входят печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, также желчные протоки. Затем мы посмотрим почки и по возможности, по наполняемости мочевой пузырь и предстательную железу. С щитовидной железой проблемы есть. Правая доля. Очень много, очень выраженные изменения здесь. Здесь изменена структура сама по себе, то есть ткань щитовидной железы очень плотная и значительно неоднородная. Здесь по структуре множество нечетких зон гипоэхогенных, а также узловые образования, достаточно крупные.
Была раньше кисточка, даже не одна. Ну, что-то, да, в прошлый раз смотрели, Размыта дифференцировка на слои, то есть у почек в норме корковое вещество, мозговое вещество. В вашем случае очень непросто определить эту дифференцировку. Так, Денис Иванович, вот такой вопрос. Если можете, кратенько предысторию вообще, откуда появилось желание сейчас пообследоваться. И вот вы говорили, там была болячка какая-то и не одна. Вот чуть-чуть конкретики можете внести, что именно было, какие недомогания? Ну, наверное, так-то началось все с 2018 года, когда у меня возле почки была проблема. Там поставили стенд, тудым-сюдым. Ну, видимо, с счет вот этого началась какая-то там неправильная движуха. И года через полтора-два и песок был, помню, обращался туда же к урологу. Потом, значит, какие еще моменты были? Ну, там уже как-то все пошло друг за дружкой, и с тазобедренным вот проблемка. Потом, когда я готовился на Гаспарине, у меня было такое, скажем так, недомогание. То есть я не понимал, у меня нет не то что сил, ну, то есть прогресса нету. И прям вот я чувствую то, что, ну, На фигово, месте. как-то меня, да. Я сдаю, помню, анализы Дизария. Саша у меня принял тогда анализы. Там у меня было по железу какие-то проблемы серьезные. Дефицит Что-то, состояния? да, что-то там еще было. Прописал мне капельницы, все это по делу, вроде все как бы пришло в норму. Затем проходит время и предлагают, опять же, сдать анализы. Я уже ни от чего не отказываюсь. Предлагают, значит, надо Грекова у себя. Тоже сдали все анализы, делали УЗИ. Кардиолог тоже был. И, ну, и такие все анализы, всякие анализы. Не знаю, он там сам отмечал. В итоге прихожу, и вот у меня тогда обнаружили вот этот повышенный самотропный гормон, да, на что и вот акцент сделали. Было МРТ головы, была там найдена как его, аденома, вот эта, которая вырабатывает. Но в целом были какие-то встречи в плане того, что делать. У меня есть друзья, врачи, с которыми я советовался. Ну, вроде бы как бы, ну, оставить как есть. Ничего с ним, ну, не удалять, не особо там, как говорится, и много этого было. Потом у меня, опять же, я операции на волосы делал 2 раза. Там тоже анализы требуют, я анализы давал. Плюс-минус всегда все, ну, анализы, которые они требовали, нормальные. И там кардиолог, и почки были, ну, видимо, там какие-то поверхностные. 2 раза в прошлом году, получается, в феврале и в декабре я волосы делал. И как бы плюс-минус все по анализам там было нормально. И сейчас вот очередной раз, сдавая анализы, опять вот натыкаюсь, то, что вот с щитовидкой какие-то проблемы, ну, в счет того, то, что получается самотропный гормон, что-то там это все есть связь. Сейчас буду рассказывать. Плюс по почкам есть моменты в плане того, то, что эта проблема случилась после операции, там что-то начало там происходить, усугублять. Ну вот, собственно, вот анализы сдал, их много, на все, короче, естественно, я Да, листов 20. внимание не акцентировал, я вот доверился тебе, чтобы ты посмотрел, да, помог.
скажем так, что делать. Я сейчас как специалист по спортивной подготовке, не как врач, опять же, как медиатор, врачи вас сейчас посмотрят и скажут свое мнение. Я сейчас просто как просто опытный спортсмен на все это посмотрю. И вот мы начнем с мочи. Общий анализ мочи. И что меня здесь насторожило? То, что прозрачность, она должна быть прозрачная, у нас немножечко слабомутная. Это может быть признаком того, что есть бактерии или соли какие-то. Дальше мы смотрим. Реакция на кровь. Слабо положительная. Крови вообще не должно быть в моче. Но дальше мы смотрим, что у нас есть, соответственно, бактерии, умеренное количество, их не должно быть. То есть какой-то воспалительный процесс, да, повреждение какое-то. И в чем может быть изюминка? В том, что нитриты, бактерии, лейкоциты в 10 раз повышены нормы. Это как будто может быть каким-то воспалительным процессом. Ну, скажем честно, мы там не первую неделю с вами общались, да, вроде мы подстывали, вроде у нас была какая-то история, да. И если это следы цистита, и вы где-то на холодном посидели, а вроде что-то такое было, то это может быть наша недолеченная картина, и здесь все решится просто антибиотиками. Потому что если сегодня есть какие-то позывы, мочеиспускания, жжение, какие-то чувствительности, что-то как-то вот не стандартно при мочеиспускании, то вот прям картина мочи, это прям цистит в не в острой форме, да, но требующий подбор антибиотиков. Это, конечно, нужно отправить вас к урологу либо нефрологу, может быть, сделать посев, бак-посев на мочу, подобрать антибиотик. То есть в хроническую, чтобы эту историю не ушло, вот этот наш цистит нужно правильно антибиотиками, с капельницами, возможно, с промываниями пролечить. Но так в целом, да, это я как бы горести налил, а из положительного плотность хорошая, pH хорошая, белка в моче нету, глюкозы в моче нету, билирубина в моче нету, клетки эпителия отсутствуют, поверхностного тоже, лейкоциты воспаления, лейкоцитарная эстераза, фермент лейкоцитов тоже повышен, это вследствие того, что лейкоциты мы увидели в моче. Неизмененные эритроциты 5-8, это может быть признаком мочекаменной болезни, потому что эти маленькие соли, вот эти вот, скорее всего, это... Могут царапать. Накину, они могут царапать, и вот этот эпителий неизмененный, да, это может быть признаком того, что по уретру, по каналу идет моча вот с этими камушками. Они... Кстати, у меня вот эта вот тема, вот всегда анализы сдавал, да. когда по моче, да. вот, как они называются, то, что эритроциты? Неизмененные. Да, вот это вот, по-моему, всегда показывают, да? Всегда показывают. Всегда показывают. Ну, это, на протяжении вот с тех времен. Признаки как будто бы мочекаменной болезни. Я не ставлю никаких диагнозов, мы дообследуемся, отправим вас к светиле урологии, к нефрологу знаменитому, да, может быть, даже вы это подснимете, да, будет интересно людям, и там уже вас более детально и профессионально проинструктируют, дадут какие-то рекомендации. Но то, что я вижу, что бактерий не должно быть, слизи скудно, но она вообще не должно быть. И нитриты резко положительные. Из чего они состоят, предположительно, это пусть будут оксалаты, но вот реакция на кровь, то есть есть травматизация. И еще раз повторюсь, неизмененные эритроциты, то есть это травматизация. Может быть, это стенки мочевого пузыря, может быть, это уретра. Но одним словом, заниматься нужно. Вы большой молодец, что сдали этот анализ. Вот оксалаты, незначительное количество. Все-таки оксалаты есть. Поэтому это может быть нарушение метаболического обмена щавелевой кислоты, может быть это нарушение всасывания холестерина в кишечнике, может быть вы какие-то блокаторы по холестерину пьете, что-то, какую-то терапию, по холестерину никакой терапии нет. То есть если не усваиваются жиры, то могут соли, получается кальция, связываться с жирами, и вот так вот появляются оксалаты. То есть могут быть это причины метаболических нарушений, вообще не связанных ни с образом жизни, ни с какими-то препаратами, ни с чем, а только с тем, что вот вы по генетике такой. Поэтому по моче, скажем так, слабо выраженная, но патология, как будто это цистит, и возможно то, что цистит на фоне мочекаменной болезни из-за того, что травматизация, это прям повод к тому, чтобы бактерии там развивались. То есть вы травматизируете стенки, и это прям вот благотворная среда, что присоединялись бактерии. Поэтому если цистит рецидивирующий, то он не приобретен, а можно сказать, все условия созданы. Как только победим оксалаты, уберем все эти нитриты из мочи, да, уберем воспалительный процесс, возможно, все нормализуется, и вот эта мочекаменная болезнь будет скомпенсирована и отступит. Поэтому относительно здоров, ничего страшного, но антибиотики и нефролог, уролог обязательно. Вот. Это на фоне, кстати, того, что вот 2 недели назад у нас было вот это, подстудились, скажем так. Дальше мы, слава богу, что я вас уговорил, мы сдали материал КАЛ. Слава богу, что мы этот вопрос затронули, да, и мы обязательно обсудим, да, потому что... Самый сложный анализ был. Самый сложный, я прекрасно понимаю. 2 недели я думал, алгоритм действий.
спрашивал, как это. И слава богу, что мы это осилили, мы это взяли. Сейчас объясню почему. Потому что это очень важный анализ, и по нему много о чем можно сказать, в том числе про работу ЖКТ. Я просто, извините, перебью. Этот анализ, наверное, вот если я издавал, то вот таким вот, наверное, вот один раз в жизни, там, в детстве, там, не знаю, может, мама носила, ты об этом не знал. Ну, на горшке, когда проще сидеть. Ну вот рассказываю, что какой бы он ни был бы щепетильный и какие бы он эмоции у взрослых нормальных мужиков не вызывал, да, это безумно важный анализ, его обязательно нужно сдавать, тем более для спортсменов. Почему? Рассказываю. Мы видим консистенция чуть-чуть мягковато, это могут быть признаки недостатка клетчатки и, соответственно, дисбактериоза. Запах немножечко, скажем так, ярко выраженный, но не сильно, да, может быть признаком дисбактериоза, мы так классифицируем. Цвет хороший, крови не обнаружено, остатки непереваренной пищи отсутствуют. pH замечательный. То, что касается реакции на скрытую кровь, лейкоциты, билирубин, все отрицательно. Так, растительная клетчатка перевариваемая, умеренно не переварена, признаки дисбактериоза. Как будто микрофлоры не хватает, потому что она должна быть полностью перевариваема, она не до конца переваривается. Далее мы смотрим, клетчатка неперевариваемая, также обнаружена в норме. Крахмал обнаружен и очень много, а должен быть не обнаружен. А крахмал это? Сахара. Углеводистый. Сахаров сейчас вообще? Углеводистый, крахмал. Это рис, макарошки. Хреновенько перевариваются, а для спортсмена это очень плохо. Это может быть сигналом к тому, что ферментной недостаточности у поджелудочной железы, не хватает ферментов поджелудочной. Потому что у нас соматотропный гормон, это нагрузка, то есть поджелудочная железа – это железа там, смешанной секреции, и инсулина, и ферментов пищеварительных. Поэтому она компенсаторику по гормону роста, по соматотропному гормону в виде инсулина оказывает, а когда надо переваривать крахмалистые углеводы, она вырабатывает, соответственно, ферменты панкреатические. Да? И у нас что происходит? То, что крахмал не переваренный, жирные кислоты не до конца всасываются, да, их в умеренном количестве, клетчатка, и прошу прощения, немножечко мягковатая консистенция и чуть ярче выражен запах, это все говорит о том, что нужно заниматься ЖКТ на уровне микрофлоры, пить синбиотики, грузиться клетчаткой, молочно-кислыми продуктами, питьевой режим соблюдать, какую-то, может быть, диету низкоглютеновую, любимые какие-то продукты, овощи, все пареное такое. Короче, позаниматься кишечником, наладить стул, чтобы было просто как вот, чтобы поход в туалет был за радость, никаких вздутий, метеоризмов, чтобы вообще это все напрочь отсутствовало. И тогда, возможно, ваша картина общая, что касается печени, точнее мочи и кала, она улучшится. И чем это будет для вас? Если вы начнете более качественно усваивать жиры и углеводы, ну понятно, да, это строительный материал, это энергия, соответственно, ваше пищеварение, оно будет в разы мощнее, и вы больше эффекта будете испытывать от высокобелковой диеты, от тренировок, лучше будете восстанавливаться. Поэтому это вот такие вот сигналы, то, что нужно кишечником позаниматься. Еще раз, клетчатка, синбиотики, это пребиотики, пробиотики, лактобактерии, молочно-кислые продукты и много-много пить воды. Вот. И тогда я надеюсь, что вот этот результат, вот этот анализ мы должны улучшить там, через 3-4 недели. И вы с историей ЖКТ должны прям, как у космонавта все должно быть. Вот так вот, как в космосе. Поэтому, в принципе, по калу надо заниматься, но в целом все хорошо. Белки хотя бы усваиваются, крови никакой нет, это самое главное. Поэтому в целом все хорошо. Вот. Спасибо, что сдали эти 2 главных анализа. И вот теперь мы будем смотреть биохимические анализы и прочее, да, и интерпретировать вместе с тем, что мы увидели на анализах мочи, что самое главное. Потому что нас больше всего почки интересуют, надо понять, как они сегодня работают. Вот у нас есть УЗИ сердца, эхо сердца, да, и УЗИ внутренних органов. Это мы оставим специалистам. Я по этому поводу могу говорить, но это будет не очень информативно и не очень серьезно смотреть. Я давайте просто пробегусь вкратце по лейкоцитарной формуле. У нас есть небольшое количество эритроцитов, но это буквально 10-й доли, мы даже не смотрим, вы все-таки спортсмен. У нас немножечко повышен гематокрит на 1 единицу, но это вообще тоже не показатель. Для спортсмена это замечательные показатели. Распределение эритроцитов по объему РДВ-ЦВ, вот это может быть признаком небольшого железодефицита, потому что минимальное отклонение, но будто бы, да, тромбоциты даже понижены, может быть, это на фоне пересадки волос, или, может, какие-то таблетки вам там для того, чтобы волосы лучше, ничего такого нету. Заакцентируем внимание, да, тромбоциты немножко понижены, но зато риски, да, повышенных тромбоцитов, они тоже отсутствуют. Но минимальное отклонение, в целом никаких аллергических реакций, никаких воспалительных, скорость седания эритроцитов, то есть все остальное по нулям.
точнее все в референтах, поэтому единственное, на чем стоит заострить свое внимание, это вот распределение эритроцита. Дальше посмотрим уровни железа, потому что это может быть явным признаком железодефицита. Так, в принципе, все замечательно, лейкоцитарная формула, абсолютно здоровый человек. Это уже очень хорошо. Дальше мы смотрим коагулограмму крови. Это то, какая кровь, грубо говоря, эластична, как она течет. Да, для спортсменов очень важно. И у вас она просто замечательная, все скомпенсировано, поэтому никаких патологий стороны да, коагулограммы. И вязкости, и каких-то рисков тромбообразования, ничего такого. Вы к этому не склонны, все хорошо. Также мы сдали пронатриуретический НКЦВ пептид. Это признаки повреждения сердечной мышцы, да, и они замечательные. Вот, поэтому никаких повреждений сегодня, никаких недомоганий, ничего такого по сердцу нету. Дальше что мы сдали? Мы сдали все возможные онкомаркеры, которые рекомендуется сдать мужчине выше 35 лет. Да, и, соответственно, что? Все по нулям. Но мы их смотрим не как онкологию, а как маркеры дополнительные, воспалительные. Вот, поэтому сейчас в дальнейшем будем смотреть, вот, например, с лейкоцитарной формулой, там без воспаления все замечательно, и здесь онкомаркеры тоже по нулям, поэтому в целом можно сказать, что тьфу-тьфу-тьфу, все чистенько, все хорошо. Что такое онкомаркер? Это и ПСА, это и кишечник, и, соответственно, поджелудочная, и молочные железы. Мы посмотрели все замечательно, все чистенько, поэтому это уже очень хорошо. Так, вопрос тестостерона. Сейчас попробуем об этом поговорить. Общий уровень хороший, верхняя граница даже чуть выше, глобулин низкий, свободный интроген очень высокий, будто бы у нас ГЗТ. Если мы об этом говорим. Вот позапрошлой неделе 1 кубик делал. Все, у нас, друзья, ГЗТ, все в рамках вообще обычного человека. Никакой вы не сейчас Денис Цыпленков на пике своей формы. Нет. Анализа обычного скомпенсированного по тестостерону мужчины. Ничего вообще криминального. А что есть криминального, вообще супер бандитского и авторитетного? Это соматомедин-С. Это то, что вам Евгений Греков нашел. Соматотропный гормон и, соответственно, соматотропный гормон и соматомедин, и ФР. Они, конечно, просто нечеловеческие. То есть соматотропный гормон в 2 раза выше референтов, до самых высоких. И соматомедин, IGF-1, он почти в 2,5 раза тоже повышен. Ну, видишь, извини, да. Вот здесь вот получается у них по их, да. а вот у Грекова это чуть ли не в 10 раз. У них там почему-то, вот если здесь нарисовано Да, до 5, да. то у него там вообще там до 2. Он абсолютно прав. Если рассуждать по возрасту, то у вас должна быть действительно 1-2 единицы, у вас 12, тогда в десятки раз повышено. Но мы понимаем, кто вы, и мы видим признаки высокого соматотропного гормона. Это еще раз, это уши, нос, это челюсть, это руки, это вообще вот весь ваш каркас. Вы поэтому Денис Цыпленков, поэтому говорите о том, что это ваша не норма, да. Сейчас немножечко углублюсь потом в дальнейшем, да. Но я могу сказать, что для вас это обычная норма, и то, что она повлияла на ваше здоровье, мы сейчас в дальнейшем увидим, это факт. Но вот именно как первопричину ее гасить, проблема в том, что даже если мы закасим эти гормоны, щитовидка и поджелудочная железа уже обратно не вернутся. Поэтому сейчас проще скомпенсировать, пролечить и наблюдать, чем пытаться убирать из вас то, почему вы великий спортсмен в том числе. Это же восстановительный ресурс, и ваша костная, соответственно, и связочная система, они благодаря таким анализам даже сегодня будут восстанавливаться, будто бы действительно вы щелкаете там от 5 до 20 единиц гормона роста за 3-4 приема в сутки. Ну, дал Бог вам этот инструмент. Я бы просто направил его, знаете как, в тренировке, вырабатывал бы. Я после того, как Греков обнаружил, да. Ходил, мне многие говорят, отдай. Да, нам действительно. Чем мы деньги мы тратим, да, действительно, можно с вас сливать, в кого-то вливать, и он будет гипертрофироваться. Поэтому что? Еще смотрим, ферритин в норме замечательный. Какой примерный вес у вас? 110, 112, 115? 120. Ну вот и 112 ферритин, это замечательно. Парад гормон в норме, кальций-фосфорный обмен не страдает. Витамин D очень низкий. Витамин D надо будет попить. Мы сейчас по поводу кальция еще в дальнейшем поговорим, потому что могут быть противопоказания. Но в принципе, как будто бы витамин D надо попить. И вот, возможно, метаболические нарушения могут быть связаны в том числе и с дефицитом витамина D. Тоже могут быть. Поэтому в вашем случае вы нестандартный человек, да, у вас такая компенсаторика в плане сердца, поджелудочной, щитовидной железы. Никто не знает, насколько организм ваш умен, и, может быть, он действительно даже отреагирует на простое употребление витамина D в том, что ваши анализы в разы улучшатся. Поэтому он действительно очень низкий, не будем говорить сколько, поэтому попьем. Вот смотрите, вот витамин D. В норме должен быть около 60, ну лучше 80, а лучше под 100. То есть у вас вот такой дефицит. Витамин D мы смотрим и как витамин энергии, но он еще такой
довольно гормональный, скажем так, пусть это грубый витамин, он целую цепочку Но выстраивает. его лучше кушать или колоть там. Нет, можно, конечно, уколоть, но я сторонник того, что он прекрасно в спиральной форме усваивается. Поэтому обычный БАД порекомендуем капельки липосомальные, да, на масляной основе. Это да, пилы. Да, дигидротестостерон вообще невысокий, очень хорошо. У вас тестостерон работает и никуда особо не конвертируется, хоть вы, простите, и там и с повышенной волосатостью, да, но по дигидротестостерону вообще все прекрасно. И я думаю, вы склонны к тому, чтобы тестостерон шел куда надо и делал свое дело. То есть вы не склонны к тому, чтобы сисечки набухали там и прочее, прочее. Поэтому это хорошо. Ну, гинекомастия. Да, я понял. Гинекомастия, да. Набухали. Да. Так, эозинофильный катионный белок низкий, аллергические реакции, каких-то воспалений, может быть, глистных инвазий. Это замечательно, что он низкий. Да, железо, ну, пипец, сами смотрите. В норме должно быть, ну, 25-30 на ваш вес. Ну, да. То есть по железу нужно скомпенсироваться. Ну, Разочек кольнем, разочек один, пробьем верхнюю границу с первой же капельницы, дальше будете на добавку, все подскажем. Получше было. Дефицит цинка, очень плохо, цинк нам нужен. Дефицит цинка, он прям по нижней границе, должен быть в районе 15, он прям ниже нижней границы. И дефицит железа сказал, процент насыщения трансферина железом, транспортный белок тоже все снижено. У вас прям железодефицит, прям упадок сил и защитных свойств. Поэтому сейчас мы из этого выпрыгнем. Ну да, что-то у меня, кстати, вот это, ну, По силам, да? быстро, да? Я так, знаешь, Утомляться спать начали. часто хочу. Да. Но на самом деле железо профилактируется добавками. И если не хватает ферментов поджелудочной железы, то никогда оно толком не усвоится. Это вот часто проблема, что люди пьют, испытывают проблемы, там, изменение цвета кала, запаха, там, слабить начинает, и думают, что так железо усваивается. На самом деле это момент того, что не хватает ферментной активности, оно не усваивается, и вы только зашлаковываете себя. Поэтому железо еще надо уметь пить. Я вам все напишу, расскажу, как чего, врачи наши тоже подскажут. Поэтому переживаний никаких, из этих дефицитов мы легко выпрыгнем. Хорошие новости, кальций ионизированный в норме, поэтому никаких кальциевых отложений у нас в сосудах нету. Сейчас мы это на УЗИ дальше посмотрим. Это уже хорошие новости. Гликозилированный гемоглобин, средний уровень сахара, если мы говорим по здоровью поджелудочной, она справляется. Сахар очень за 2-3 месяца показатель, да, гликозилирован, он в норме. Поэтому таких по инсулину, по сахару противопоказаний по поджелудочной нету. Скорее всего, нарушена ее ферментная активность. Вот поэтому анализ кала такой, да, поэтому вот микробиом нарушен, потому что не хватает, в том числе амилаза, может быть, да. Пролактин замечательный, поэтому, может быть, у вас и есть там опухоль какая-то, да, но она положительная, она гормональная, то есть с выработкой соматотропного гормона связана, а не с пролактином. Вот если у нас была пролактинома, тут бы действительно можно было бы говорить о расстройствах и психических, и суицидальных наклонностях, и недомоганиях, и забывайте, как по-русски разговаривают, это действительно требует внимания, да, это действительно опухоль, а пролактин в норме, поэтому тьфу-тьфу-тьфу, эстрадиол замечательный, никаких сейчас ингибиторов ароматаза, ностразола, в принципе, вот если их нету сейчас, то их и не надо. Вообще не ем практически. Да, все замечательно. Что мне не нравится, прогестерон очень низкий, ну не знаю, с чем это может быть связано, может особенность такая, но при этом дигидроэпиандростендион сульфат, то есть главный надпочечниковый гормон, как и кортизол, у вас замечательный, поэтому, возможно, прогестерон на фоне каких-то дефицитов, сейчас мы в дальнейшем посмотрим, но на этом внимание заострять не будем, потому что, еще раз, эстрадиол, пролактин, дигидротестерон, тестерон и ДГА-сульфат, они в норме, они замечательные, поэтому этот момент, да, не столь важен. Что меня очень сильно смущает, и сейчас врачи дадут свои заключения, это тиреотропный гормон, точнее его отсутствие. ТТГ-гормон, управляющий щитовидной железой, гипофизарный гормон, да, вот он вот практически сигнал практически отсутствует. При этом у нас замечательные анализы щитовидной железы, то есть Т3, Т4 свободные. Вот если видно, там вот референты до 18 у нас почти верхняя граница, референты там до 6 у нас практически пятерка. То есть щитовидная железа работает замечательно. Но вот этот гормон говорит о том, что там какая-то патология. Мы сейчас посмотрим УЗИ, надо разобраться, чтобы эта патология была доброкачественной. Если это компенсаторика из-за ваших особенностей соматотропного гормона, то нужно профилактировать, обследоваться, делать почаще УЗИ, смотреть за ростом, если там есть уплотнений, узлов, там, да, то есть наблюдаться одним словом. Может быть, в дальнейшем, если будет просадка по гормонам, потребуется гормонозаместительная терапия, там, Т3, Т4, какие-то препараты, там, утирокс, там, тироксина. Ну, не суть. Сейчас пока что замечательно, но бьем тревогу, потому что ТТГ аномально низкий. УЗИ мы сделали, сейчас вот врачи про, так сказать, свое мнение скажут, и до обследования будет, конечно же, да. Но в целом, все хорошо.
Все хорошо. Холестерин замечательный, высокой плотности, чуть сниженный, будем заниматься, повысим. Коэффициент атерогенности до 4 у вас, в принципе, вот, в пределах все нормы. Можно в этот момент особо не смотреть, потому что наперед скажу, мы же сделали УЗИ нижних конечностей, нас посмотрели. У нас атеросклеротических, никаких кальциевых камней, ни холестериновых бляшек, ничего нету. У нас все чистенько в области шеи, в области сердца, в области ног. Поэтому как спортсмен, как приверженец правильного питания, там, спорта, там, даже если какие-то были употребления чего-либо, на вас вот в таком плане, как атеросклероз, никак не сказалось. Поэтому вот по сердечно-сосудистой системе, еще раз скажу, все замечательно. Хоть и есть аномалии, видоизменения там, и в сердце, вы нестандартный человек, нестандартных размеров, плюс вся ваша спортивная карьера. Защита аполипротеина скомпенсирована, а полипротеина Б плохих тоже не очень высокая, поэтому в целом можно сказать, что вы по холестерину скомпенсированы, никаких сегодня терапий, каких-то вот что-то там контролировать по холестерину вообще нет, просто чистенько питаемся, пьем водичку и все замечательно, так что в вашем случае холестерин прекрасен. Магний низковат. Витамины группы В мы не посмотрели, но магний тоже может быть причиной нарушения. Магний и витамин В6 причиной нарушения обмена вот этой вот щавелевой кислоты. И надо понимать, что это не щавель, не редиску, не свеклу с шоколадом и черным чаем надо уменьшить в рационе, потому что метаболизм щавелевой кислоты это 10-15% от общего метаболизма. У вас, если оксалат и это щавелевая кислота, то это метаболическое нарушение. Поэтому это вот к нефрологу будем искать с докторами медицинских наук первую причину, что это за метаболическое нарушение, и мы его скомпенсируем. Как только мы начнем первую причину и сделаем компенсаторику, все у вас в организме улучшится, все эти камушки и там, то есть и в калии, и в моче они отступят. И в целом, что? Если вопросы давления, то, скорее всего, в вашем случае это точно не сердце, это щитовидная железа. С ней надо разобраться и понять, какая терапия должна быть в вашем случае, что если даже давление поднимается, то какая должна быть компенсаторика. Почки могут давать давление, надо к нефрологу разобраться, могут ли быть вот эти вот оксалаты и нитриты причиной недомогания и, соответственно, давления высокого. Нужно посмотреть, как там себя стенд чувствует и вообще в целом посмотреть плотно почечки. Поэтому заключение какое? В институт эндокринологии направим к эндокринологу, чтобы сделать глубоко на базе института исследований щитовидной железы, ткани из чего, узлы из чего, камни, вот эти вот уплотнения, кальцификаты, то есть природу, что с этим делать. Но еще раз, орган функционирует хорошо, гормоны выше средних значений, то есть щитовидка работает хорошо. Ну, надо обследоваться, потому что 10, 15, 20 лет, да, что там будет, надо быть предупрежденным. Также вижу, что поджелудочная, как будто бы не хватает ее ферментной активности. Сейчас нам УЗИст более подробно подскажет, что там по поджелудочной железе. Поэтому, скорее всего, нужно будет банальными пищеварительными ферментами скомпенсировать, добавить, чтобы вы лучше переваривали. Питьевой режим, клетчатка, симбиотики на улучшить микрофлору, восполнить дефициты магния, цинка, витаминов группы В. Капнем разок железа и назначим БАТ на постоянку, чтобы не развивался железодефицит. И вот когда мы все это скомпенсируем, можете начать свою спортивную подготовку. Свою спортивную карьеру. Да, возобновить. То сейчас акцент на щитовидке, на почках, и мы вас уже не отпустим, так что будете лечиться. Тогда приглашаем УЗИста, кардиолога, и сейчас на троих послушаем их мнение. Друзья, с нами в кадре наш кардиолог Елизавета Владимировна. Елизавета, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Маркова Елизавета Владимировна. Я доктор-кардиолог, также доктор ультразвуковой диагностики. И также я работаю в государственной клинике крупной, Волынская больница, управления делами президента, врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения хирургической реанимации. Сегодня мы с моей коллегой, врачом ультразвуковой диагностики Приходько Инны Евгеньевной смотрели нашего заслуженного пациента, знаменитого спортсмена Цыпленкова Дениса Ивановича. Наша задача, прежде всего, превентивная, профилактическая медицина. Не допустить до осложнений, а не лечить их. Сегодня мы обследовали нашего пациента по многим органам и системам. Ну, поскольку я кардиолог, я делала эхокардиографию. И наш спортсмен занимается серьезным силовым видом спорта, армрестлингом, который требует значительных физических усилий, серьезных тренировок, и, соответственно, это не может не отражаться на состоянии его сердца и сердечно-сосудистой системы.
по результатам эхокардиографии. Что мы видим? Прежде всего, у спортсменов чаще всего замечается гипертрофия левого желудочка, то есть утолщение стенок сердца в ответ на нагрузку, которую они дают себе. Мы видим при ультразвуковом исследовании увеличение, достаточно значительное увеличение всех полостей сердца, но они увеличены гармонично. Прежде всего обращает на себя внимание это. То есть нет увеличения какого-то отдельного отдела сердца или там крупного сосуда, который мог бы говорить о патологии. То есть здесь камеры сердца увеличены равномерно. У нас нет нарушений локальной сократимости. При значительно утолщенных стенках левого желудочка у нас нет нарушений локальной сократимости. У нас не сильно, незначительно нарушена диастолическая функция, функция расслабления миокарда, что говорит об отсутствии значительного повышения давления в левых отделах сердца. Даже несмотря на то, что он занимался такими серьезными видами спорта, тяжелых каких-то изменений в его сердце не произошло. Однако эта гипертрофия левого желудочка с нарушением диастолической функции при сохранении или наличии высокого артериального давления может в дальнейшем неблагоприятно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и на здоровье в целом. И, соответственно, наша задача контролировать артериальное давление, наша задача контролировать динамические состояния сердца, фракцию выброса, наличие или отсутствие прогрессирования диастолической дисфункции миокарда левого желудочка. Ну, таким образом защитить наших пациентов от неблагоприятных последствий, которым потенциально могут привести силовые виды спорта. Елизавета Владимировна, а можно спросить, а как часто вот Денису Ивановичу нужно теперь поглядывать картину здоровья свою? Ну, в данной ситуации Денису Ивановичу следует, ежегодно делать эхокардиографию, либо при возникновении жалоб, потому что высокая, значительная толщина стенок левого желудочка, она как бы ухудшает кровообращение в самых глубинных отделах. Потому что чем толще стенка сердца, тем хуже кровоток вглубь лежащих отделов во время физического напряжения и систолы сердца. Вот, естественно, при появлении жалоб, например, на загрудинные боли, плохую переносимость нагрузок, необходимо обратиться, и мы тогда уже в дальнейшем сделаем дополнительный метод обследования, которым может, например, быть стресс-эхокардиография. Это то же самое УЗИ сердца, но во время физической нагрузки. То есть насколько физическая нагрузка, это будет кардионагрузка, лежачий велоэргометр, насколько физическая нагрузка влияет на кровоснабжение миокарда и его субэндокардиальных слоев. То есть это тоже важно, но это при возникновении уже жалоб по показаниям. Давление, в принципе, у меня там 140/90, это вот как-то вот стабильно. Спасибо большое. Елизавета Владимировна, можно небольшой комментарий по поводу еще сосудов? Что касается сосудов, значит, кардиологический осмотр включает в себя не только осмотр клинический, выполнение УЗИ сердца, но и оценку сосудистого риска. То есть, грубо говоря, это чекап состояния сердечно-сосудистой системы в целом. При этом, даже если пациент не готов к большим обследованиям, все равно врач может при первичном даже УЗИ выявить особенные факторы риска. И к таким относятся наличие атеросклеротических бляшек в крупных сосудах. При сужении просвета от 50% могут возникать симптомы в зависимости от того бассейна, который кровоснабжает сосуд. Если это в голове, то могут возникнуть инсульты. Если это в сердце, возникает боли за грудиной при нагрузке, то есть ишемическая болезнь сердца. Если это в ногах, у человека снижается сила в конечностях, при ходьбе появляются боли, которые вынуждают его остановиться. У молодых мужчин около 40 лет может возникнуть импотенция при сужении сосудов, которые питают внутренние половые органы. Значит, наша задача выявить и обезвредить врага, как говорится. То есть мы делаем скрининг крупных сосудов в области развилок, мы делаем ультразвуковое исследование развилки сонных артерий, то есть общей сонной артерии в области разделения на внутреннюю и наружную сонную артерию, также общей бедренной артерии в разделении на поверхностную и глубокую бедренную артерию. Если мы там видим какие-то атеросклеротические бляшки, то мы можем, так сказать, экстраполировать, перенести это
наличие этих бляшек, то есть состояние вот сосудистой системы на сосуды сердца, которые мы в норме при УЗИ не видим. Они слишком малые, они калибром около 4, ну максимум там, около 3, максимум 4 миллиметров. Соответственно, при исключении этих бляшек, если мы их на УЗИ не видим в области развилок, сердечно-сосудистый риск снижается. Если мы их видим, даже если у пациента нормальное давление, нормальный холестерин, не курит, не пьет, риск значительно повышается. Это помогает нам стратифицировать риск сердечно-сосудистых осложнений и вовремя предупредить развитие серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, импотенция, перемежающаяся хромота. И если переложить все на Дениса Ивановича, у него все... Чистенько. Вот, ура! Ура! Хорошо, слава Богу. Чистенько. Ты уже сам испугался немножко. Не, ну тут понятно, да, уже хорошо то, что есть хорошие новости, а там еще у нас это... С щитовидкой, да. То, что при исследовании обратила внимание на выраженную тахикардию. Тахикардия – частый пульс. Он у нас во время исследования составлял от 102 до 105, то есть то, что я померила. Вот. Такое состояние может быть не только от волнения, хотя очень часто, когда пациенты волнуются, у них сердце может очень стучать и от стресса вылетать из груди. Но такие вещи бывают также при нарушении функции щитовидной железы, особенно, например, при гиперфункции, повышенной функции. Вот, поскольку мы увидим у нашего пациента значительно повышенный, по результатам УЗИ моя коллега увидела значительно повышенный объем щитовидной железы, почти там в 2,5 раза выше нормы, с наличием многоузловых образований, то есть узловой зоб, многоузловой зоб, это по науке говорится. С учетом результатов ультразвукового исследования щитовидной железы нельзя исключить наличие гипертиреоза, соответственно, мы должны дополнительно дообследовать пациента и выявить наличие в крови тиреоид-стимулирующих антител, которые повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Соответственно, мною было назначено, наш консультант Кирилл Попов полностью поддерживает нашу стратегию, и, в общем, мы будем вести пациента уже совместно командой наших специалистов. Так, Елизавета Владимировна, если в целом вот так вот подытожить, то условно здоров. Если в целом подытожить, то занятия спортом нужно проводить под медицинским контролем, вот, и, соответственно, ежегодно проводить чекап своего организма. Но абсолютных противопоказаний к занятиям спортом нет. Ура! Друзья, с нами в кадре Инна Евгеньевна, это специалист ультразвуковой диагностики нашей клиники Медсистема. Меня зовут Приходько Инна Евгеньевна, я врач ультразвуковой диагностики. Стаж работы у меня 6 лет. Провожу исследования органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, молочных желез, лимфоузлов, мягких тканей. И с недавних пор начала также исследование сосудистой системы, брахиоцефальной артерии, вены нижних конечностей и прочее. Так, у нашего данного пациента, у Дениса Ивановича, мы провели комплексное такое исследование, выявили некоторые проблемы. В частности, за что больше всего у меня зацепилась мой глаз, это, конечно же, щитовидная железа, которая у нас значительно увеличена в размере. Объем ее составил 63 кубических сантиметра при норме до 25, то есть это в 2,5 раза, да, практически. И также множественные узловые образования, о которых я уже говорила Денису Ивановичу, то есть это многоузловой зоб так называемый. Для того, чтобы нам в дальнейшем не упустить каких-то нехороших вещей, конечно, нужно дообследование, потому что гистологическую составляющую этих узлов по УЗИ мы определить не можем. То есть что внутри узлов, из чего они состоят, какие там клетки, это очень важно, но по УЗИ мы не можем ответить на этот вопрос. Мы можем только косвенно судить о каких-то там вопросах злокачественности, но этого недостаточно. Поэтому обязательно в дальнейшем ваша задача – это консультация у эндокринолога с решением вопроса о пункции этих узлов. Только пункция ответит нам на наши вопросы. Ну а дальше уже по результатам дополнительных исследований нужно будет решать вопрос о лечении. То есть или это консервативное лечение будет, да, какое-то, или поднимается вопрос об оперативном лечении. Такой вариант тоже возможен.
Далее, со стороны брюшной полости печень, поджелудочная железа, желчный пузырь. Здесь как бы вопросов особых не возникло. Возникли вопросы по почкам. Это паренхематозные кисты мы нашли. Но, как правило, они опасности особо не несут. В вашем случае они небольших размеров, классические, простые паренхематозные кисточки. На них особо мы внимание не заостряем. Но были изменения со стороны, так скажем, внутренней структуры. Что мы нашли? Это включение солевых отложений. Признаки мочекаменной болезни. То есть это множественные мелкие включения. И также в левой почке мы нашли конкремент 6 мм с ультразвуковой акустической тенью. Это требует вашего внимания дальнейшего, чтобы этот камушек не начал куда-то двигаться, не возникла почечная колика, потому что это чревато последствиями всякими нехорошими. Ну и к тому же это очень больно. Поэтому вам необходима консультация уролога, нефролога, да, для дальнейшего лечения. Порекомендуем, куда сходить. Да, чтобы не упустить вот такие нехорошие моменты. Да, поэтому, Инна Евгеньевна, я позволю себе, тогда если мы сделаем под итог, то, в принципе, есть изменения в щитовидной железе, но мы посмотрели гормоны, кроме того, что ТТГ близко к нулям, да, в целом функция железы сохранена. Ну, она может быть сохранена, но вот эти структурные изменения без внимания оставлять не нужно. Рекомендуем обязательно до обследования, да, на базе какого-нибудь института эндокринологического посоветуем, чтобы уже плотно посмотрели, да, там, да. Институтское исследование должно быть, не на уровне там, УЗИ. Вот. И следующий момент по поводу почек. Аналогично, нужно дообследоваться, порекомендуем, куда сходить, к нефрологу более глубоко, да, попробуем найти причину образования вот этих вот оксалатов, нитритов, откуда все это взялось, в чем метаболизм нарушен, да, попробуем с этим разобраться. И, соответственно, отправим к нефрологу. Плюс у нас мы до этого лечили небольшой цистит 2 недели назад, мы подстыли. Поэтому у нас какие-то бактерии, нам надо антибиотики назначить. Поэтому вот нам обязательно к нефрологу надо сходить и заняться здоровьем. Но в целом можно сказать, что да все неплохо. Да? У нас и так. Ну, на данный момент каких-то смертельных, таких сложных, тяжелых прям моментов нет, но все это нужно обязательно, да, обследовать, подходить комплексно, то есть прям вот глобально, не решать какую-то одну проблему там, да, а подходить комплексно ко всему. И самое главное, не запускать. На самотек обязательно не бросать, не пускать, иначе потом в дальнейшем могут быть осложнения, от которых избавиться будет гораздо сложнее. В целом проблемы все понятны. Конечно же, будем лечить. Если бы я отпускал на самотек, я бы не соглашался на анализы и на процедуры, на все остальное. Конечно же, я переживаю и буду все делать, как скажет врач. Друзья, с нами в кадре наш эндокринолог Антипова Анастасия Андреевна. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, я врач-эндокринолог, работаю эндокринологом уже 6 лет, активно занимаюсь проблемами эндокринной системы, ожирения. Я посмотрела ваши анализы, вот, и сейчас мы с вами разберем, что нас смущает и что с точки зрения моей нужно будет корректировать. Начнем с хорошего. Из хорошего, в принципе, по общему анализу крови не критичных, тут показателей нету никаких. По щитовидной железе, вот если взять, то возьмем самого ужасного, что здесь есть. Меня, конечно, больше всего смущает здесь на данную секунду это узлы щитовидной железы. Узлы щитовидной железы, они большие, и выглядят они, если честно, не очень хорошо. Меня интересует вопрос, проводилась ли пункция этих узлов. Эти узлы надо обязательно пунктировать, потому что эти узлы высоко онкологичные, тут они не очень хорошо выглядят с этой точки зрения, они неровные такие, вот, некрасивые узлы. Вот такие узлы обязательно надо пунктировать. Особенно вот этот узелочек, который почти 4 сантиметра. Нет жалоб на ощущение кома в горле, давление.
Нет? Не, ну кома нету точно. То есть вот эта зона вообще никак не беспокоит, просто объем общей щитовидной железы здесь тоже огромный, просто огромный объем щитовидной железы, и по факту такая щитовидная железа может нам вдавливать в соседние органы, и здесь, конечно, вот очень большой вопрос вообще, да, с работой вот этой щитовидной железы. И обязательно надо, я тоже не увидела в анализах, дать гормон кальцитонин. Кальцитонин — это онкомаркер щитовидной железы, первично, этим надо заняться как можно быстрее. То есть сдать кальцитонин, если там все хорошо, у нас по кальцитонину можно, с одной стороны, выдохнуть, мы исключили самый плохой вид онкологии, но в дальнейшем, в течение месяца, нужно эти узлы будут пропунктировать и посмотреть, что там конкретно растет. Если там все хорошо, там все доброкачественное, что нас интересует, то в дальнейшем это можно уже будет просто наблюдать. Если узлы доброкачественные, то контроль дальнейший, ну, то есть то щитовидную железу мы можем не трогать, мы ее можем оставить, там все хорошо в этом плане. Если там что-то будет не так, то это уже там надо будет серьезное лечение. С чем может быть связано? Здесь еще сразу, да, перейдем к основному вопросу, конечно, что меня как эндокринолога в первую очередь смутило в анализах. Это к высокому соматотропному гормону. Высокий соматотропный гормон нам стимулирует все в организме на рост. В том числе узлы щитовидной железы могут очень активно расти именно за счет соматотропного гормона. Вот, поэтому, возможно, там нету такой вот большой патологии самой по себе. Вот, возможно, это просто вот из-за вот этой постоянной гиперстимуляции соматотропного гормона. Но это все равно надо проверить. Мы порекомендовали до обследования в Институте эндокринологии, чтобы там на уровне радиоактивного йода и прочих инструментов пунктирования все это смотрели. Ну, насчет радиоактивного йода здесь вопрос такой. Радиоактивный йод — это, да, метод лечения хороший, когда да, у нас там подтверждается, что такую щитовидную железу надо удалять. Но радиоактивный йод, надо понимать, что объем щитовидной железы здесь большой. Большой объем щитовидной железы не всегда помогает, ну, радиойод возьмет. Не всегда. Здесь вот вопрос такой спорный очень. Мы отправим в институт, и там они разберутся на уровне института. Да, да, то есть здесь с щитовидной железой, конечно, вопрос надо решать. Плюс у нас задавлено ТТГ, вот тиреотропный гормон задавлен, общие фракции гормонов щитовидной железы в порядке. Вот. Я изначально думала, конечно, что это связано опять же с приемом препаратов, да, но я так понимаю, да, что здесь ничего нет. Хорошо, что у нас общие гормоны в порядке, это нам говорит о том, что глобально влияния большого отрицательного на организм нету, потому что сами действующие гормоны в норме, но в любом случае отдаленные последствия такого задавленного ТТГ тоже могут быть в плане того, что ТТГ истощает весь организм, он действует на сердце, в том числе, ну, стимулирует, да, сердце, а с сердцем тоже по ЭХКГ есть проблемки. То есть это вторая большая проблема, наверное, которой надо заняться, с тем, что там все-таки гипертрофия. Кардиолог консультировал тоже, да? Да, я думаю, он тоже об этом сказал. Это сразу обращает на себя внимание, что там действительно много проблем именно с этой точки зрения. По поводу кабергалина, достинекса, такие препараты были когда-нибудь? Нет? Не принимали? Ну да, здесь нам мог помочь достинекс именно не с точки зрения снижения пролактина, а с точки зрения снижения соматостатина. Вот, то есть у него есть такой же эффект, это, ну, мы его используем, он, конечно, помягче, чем аналоги соматостатина, хотя, откровенно говоря, действительно побочных эффектов у этой терапии много, и мы очень часто все-таки говорим в рамках оперативного лечения. А ваше мнение, если это все-таки природный соматотропный гормон и такой же природный естественный ФР1, стоит ли этому человеку снижать? Это не природный. Тут такого нету. Ну, в плане, что вот у него такая аномалия, да, аномалия, и она с ним всю жизнь. Это аномалия, да, и слава богу, ну, повезло, что она ни к чему не привела, никаким отдаленным последствиям. Здесь у нас, да, и по глюкозному компоненту хорошо. Но я так понимаю, что особенности кисти, да, росли активно, лицо менялось, да, в какой-то момент. Ну, да, все менялось, это просто... В целом мы видим последствия высокого. Вот наша щитовидная железа — это последствия высокого гормона роста. Это однозначно, она бы так не разрослась. Что еще разрастется на фоне высокого гормона роста, мы не знаем. Гормон роста сам по себе не вызывает онкологию, но если есть предрасположенность к какой-то онкологии на фоне высокого гормона роста, она стимулирует. Вот, то есть мы это, и это может быть довольно интенсивно и быстро. Поэтому
это неприродный. Вот, то есть здесь нету такого. Но действительно, ну, здесь надо смотреть в динамике, конечно, надо смотреть в динамике МРТ. Как часто? В какой динамике? Как часто мы обследуемся? Здесь, ну, МРТ надо хотя бы пока раз в полгодика посмотреть. Я так понимаю, этим вопросом давно не занимались, да? Аденома гипофиза. Ну, не, мы как раз и начали, вот год назад мы делали, да? Ну Да, вот сейчас пора уже опять повторить, посмотреть по динамике роста, что там происходит, нет ли там риска сдавления нервов, потому что, опять же, вот такие вещи, они всегда сначала легко все начинается, ну там что-то не беспокоит, ну там не болит, все нормально, а потом раз, и она за год растет, сдавливает нерв, а все, там уже и хирурги-то не берутся иногда. То есть это может быть все очень интенсивно и быстро. Поэтому такой очень тонкий вопрос здесь. Вот, то есть пока сейчас все хорошо, но о дальнейших последствиях тут вполне реально. Вот. Так. Ну, витамин D низковат, железо низковато, я думаю, это уже врачи до меня сказали, что это просто надо скорректировать в рамках дефицитов. Вот здесь ничего такого специфического нету. Вот. Хорошо у нас, да, по кортизолу. Здесь вопросов нету. Это опять же, да, в рамках того, что у нас кортизол тоже подвластен гипофизу, то есть у нас действительно вот изолирована опухоль получается, скорее всего, только вот влияет на соматотропный гормон. Вот в этом плане это хорошо. Но опять же, у нас низкий ТТГ, да? Низкий ТТГ, опять же, может быть связан, второй момент, он может быть связан с тем, что вот эта опухоль сдавливает нам зону роста, ну, зону выработки ТТГ, и за счет этого у нас уже вот идут вот такие изменения. И, возможно, здесь наоборот ситуация, что мы уйдем не в повышенную функцию щитовидной железы, а в низкую, да, пониженную функцию щитовидной железы. То есть здесь вот тоже такой момент, то есть на щитовидную железу, ну, здесь однозначно влияние уже активное есть, ну, то есть первично, ну, прям 100% надо разобраться с узлами щитовидной железы, надо вообще разобраться с всей вот щитовидной железой. Вот вторично, конечно, да, здесь надо все-таки, ну, думать про лечение вот этой вещи высокого соматотропного гормона. Ну, чисто теоретически, если мы сейчас выполним еще раз МРТ и увидим, что динамики роста нету. Это хорошо, да, это нам дает время, но не гарантирует того, что ее не будет в дальнейшем. То есть, если будет все хорошо, то с периодичностью раз в год просто поглядываем. Ну да, в принципе, да, конечно, можно если остаться. узлы окажутся доброкачественными, пункция будет, так скажем, положительное заключение, то мы можем, в принципе, да, щитовидную железу мы можем не трогать, но ее функцию надо будет смотреть, опять же, да, надо смотреть ТТГ. В динамике анализа еще поглядывать. Да, надо посмотреть Как ТТГ. Ну, контроль плюс-минус я бы сделала бы еще бы, ну, поскольку я, тут вопрос, да, что я первично вижу пациента, вот поэтому мы в динамике всегда ТТГ смотрим через 2 месяца. Но в дальнейшем, если мы говорим про наблюдение долгое, да, то раз в полгода где-то я бы однозначно смотрела, вот, потому что, конечно, здесь вот этот момент с низким ТТГ, вот, непонятно немного. На самом деле надо вот этот момент дообследовать. Мое предложение до обследования щитовидки, разберемся с почками, никакой паники вообще, мы всю жизнь с таким соматотропным гормоном, да, в молодости вы это показывали, собственно, да, будучи в X4 форме, да, скажем так. Поэтому активно контролировать, прислушиваться к мнению врачей, хоть и звучит страшно, да, но в этом есть доля правды, потому что если будет старт, он очень быстрый, и оказывается, да, там за год она может из микро превратиться в макро и дальше, и больше, Да, и да, больше. то есть это Поэтому надо просто обследовать. контроль, на самом деле, обследоваться и заниматься вот первично. Пункцию сделаем, да, Да, почечки однозначно. пролечим, этот вот бактериально нашу тут микрофлору уберем ее. ЖКТ, то, что мы обсудили, все это тоже наладим. И, в принципе, план такой же, вот, и спасибо вам огромное. Вот так вот, если в целом. В
целом надо обследоваться. В целом, вот... Можно сказать, что он просто скомпенсирован под свой соматотропный гормон, если вот совсем грубо? Ну, если совсем грубо, я и так не могу сказать, потому что щитовидная железа однозначно это уже то, что мы видим по последствиям. Однозначно могу сказать, что соматотропный гормон, да, действительно, там не сильно влияет на что? На углеводный обмен, то, что мы можем, да, на фоне соматотропного, что, в принципе, адаптировался, видимо, и очень хорошо адаптировался организм, да, в плане роста, в плане костного изменения, потому что, да, тоже, что часто беспокоит, это, да, то, что там активно растут кости, вот, под это организм адаптировался, и, возможно, вам это даже помогло, скорее всего, вам это даже помогло, вот, потому что, да, действительно, вот такой вот, в этом плане, да, вот, но вот какие-то моменты надо, просто если мы, условно, будем жить на таком высоком соматотропном гормоне, надо понимать, что надо контролировать многие вещи, надо контролировать, например, кишечник, потому что там могут быть полипы, опять же, что на фоне соматотропного гормона, все будет хорошо расти. Вот где бы что ни появилось, вот у нас появились узлы, и они их, там уже щитовидка 60, да, вот эти сантиметров. Вот появился там полипчик этот, да, там другой бы человек с ним жил бы, и, может быть, и не знал. У вас, скорее всего, он начнет расти интенсивно, вот, и вот это вот все, вот этот фон, он как бы будет сохраняться, поэтому надо очень пристально за этим следить, за всем. А для этого есть мы, медсистема, поэтому, Денис Иванович, добро пожаловать. Да просто действительно будем вовремя все диагностировать, обследовать и почаще сдавать кровь. Все, никаких переживаний. Я думаю, все будет нормально, все у нас получится. И как бы... Я готов обследоваться. Ну, что нам стоит дом построить? Как сказали, так и сделаем. Конечно же, пойдем все сделаем. Посмотрим. В любом случае, есть проблема. Нужно вообще понимать, что это. В принципе, это все понятно. Объяснили. Доступным языком. Даже самому интересно, конечно, надо убедиться, что вот все, что лечится, вылечить. Узнать. Или хотя бы скомпенсировать. Да? Поэтому, Денис Иванович, предлагаю сейчас скомпенсироваться по железу и витамину D. Поэтому предлагаю вам пройти в капельную, расположиться и как минимум эти 2 дефицита восполнить прямо сейчас. Так, Денис Иванович, еще раз спасибо, что посетили нас. Если сейчас вкратце... Это вам спасибо, ничего себе. Вам спасибо. Вот, если сейчас вкратце выпрыгнем из дефицита железа прямо сейчас, все показания к этому есть. Терапевт нам назначил, поэтому не переживаем. Я порекомендовал, терапевт назначил. До этого мы капнули растворчик, чтобы легкий детокс такой у вас был, да, немножечко вас из обезвоживания вывести, потому что у нас сегодня тяжелый такой день, и питьевой режим был нарушен, завтрака не было. Вот, поэтому вас сначала налили, так сказать, наполнили, и потом сверху сейчас железо. Так, и что касается нашего анамнеза, что мы собрали. Постараемся никаких диагнозов не ставить, но вот к тому, что говорили врачи, можете прислушаться как к постановке диагноза, потому что наши специалисты вообще не лажают ни разу, да. Поэтому что можно сказать? Бактериальная микрофлора – это, скорее всего, цистит, и это нужно прилечить антибиотиками. Порекомендуем уролога-нефролога, будете заниматься, лечиться. Все проконтролируем, повторная сдача мочи, да. Вот. Поставили как будто бы нам диагноз мочекаменной болезни, очень на нее похоже, поэтому опять же к нефрологу будем изучать природу этих камней, постараемся докопаться до первопричины, вот это метаболическое нарушение победить, убрав дефициты, возможно, наладив ЖКТ, возможно, это что-то генетическое, то есть надо обследоваться уже на базе института. Вот, и что касается мочи, по анализу кала общались, будет диета составлена, питьевой режим, синбиотики, микрофлорой будем заниматься, клетчатку назначим, добавим ферменты, поджелудочную разгрузим, то есть в целом улучшим перистальтику кишечника и наладим пищеварение. Дробное питание, в общем, будем заниматься ЖКТ. Что касается щитовидки, да, там наговорили много страшного, но на сегодня надо понимать, что кроме того, что гормон ТТГ практически в нулях, да, но в целом функция сохранена полностью, гормон очень хороший, то есть щитовидка работает, компенсирует. Вот, поэтому, конечно же, рекомендую до обследования, желательно это в институте эндокринологии.
Может быть, действительно нужна пункция, чтобы понять природу узлов, ничего не боимся. Это нужно сделать, чтобы быть просто вооруженным и знать, что это не какая-то патология, а доброкачественное новообразование. С чем все это может быть связано? Действительно, с соматотропным гормоном. Потому что это нагрузка и на поджелудочную, и на щитовидную железу. И вы всю жизнь, будучи собой, в этом жили, и ваши органы как-то к этому приспосабливались. Поэтому что на сегодня можно сказать? Ничего прям такого критического. Сердечно-сосудистая система адаптирована к тому, какой образ жизни вели, то, что вы спортсмен, то, что у вас суставы силовые, то, что вы нестандартный человек. Поэтому, в принципе, до обследования, вот, что хочется сказать, постараемся максимально вас провести в этом пути, бросать не будем. Все, что от себя возможно, назначим, порекомендуем, это будет за кадром все. Хотелось бы вас увидеть через 2-3 месяца. Точно так же соберем анамнез, посмотрим, как мы эффективно в это все погрузились, как назначили, что скажет уролог, что скажет Институт эндокринологии. В целом всю эту картину соберем, будем профилактировать. И через какое-то время попробуем вам дать зеленый свет и будете спокойно готовиться, уже будучи другим по пищеварению, будучи так сказать, прообследованной щитовидной железой. Короче, будете на спокойном, на разжиженной крови, с нормальной мочой, без оксалатов, нитритов. Поэтому желаю вам дальнейшего процветания, здоровья. Надеюсь, мы вам поможем, вылечим, и вы останетесь в нашей команде, будете нам доверять. Спасибо, спасибо. Очень приятно, то, что вот есть люди, которые мне, ну, не все равно будущее ребят, спортсменов, которые следят, предлагают помощь. Вот, собственно, Кирилл сам как бы все это предложил. Я согласился, естественно. Ну, будем лечиться. Дай бог, что у нас все получится. Я очень надеюсь, что вот все то, что залечить можно, залечим. Там, где, ну, вообще понимать проблемы свои, может, их и нету в какой-то степени. Ну и зеленый свет. Хочется еще потренироваться, побороться, хотя бы в арматуре. Я думаю, все этого хотят. Я безумно искренне желаю вам действительно подготовиться хоть куда-нибудь, даже для самого себя, Не, ну, и испытывать просто хорошее самочувствие. я вот сейчас у сеструхи в квартире, ну, иногда ночью, у меня в доме есть там гантели, блоки, я такой, блин, как скучно, сейчас бы это поднял, то поднял. Все равно я там свои моментики делаю, может быть, не супер большие веса, но так вот кровь гоняю, не забываю, и всегда прям когда делаешь, хочется, блин, ну еще ж хочется побороться с кем-то, прям вот, очень хочется. Поэтому, дай бог. Денис Иванович, вот он вход, вот он анамнез, то, какой вы сегодня к нам пришли. Я говорю, через какое-то время постараемся с вами увидеться по возможности, да, полечить вас и сопоставим, сравним. Также пройдем дополнительное обследование, снова пообщаемся с нашими врачами и услышим, в правильном ли направлении мы работаем и какие будут показания. Как только скажут все зеленый свет, мы все компенсировали, оксалаты, все эти воспаления, там щитовидочку, все будет под контролем. Все, будем готовиться. Все, что знаю, все, с чем смогу помочь, с удовольствием. Друзья, в скором времени мы продолжим свои съемки, мы никуда не пропадаем. Будут приглашены тоже очень интересные гости, спортсмены, просто медийные личности. Очень много девчонок будет. Поэтому все, кто за здоровый образ жизни, все, кто хотят следить за своими анализами, не с целью анализов, а с целью, чтобы быть системно здоровым и не иметь никаких метаболических нарушений, и оставаться в спорте долгие годы, мы для этого здесь. Всем советую подписаться, поставить лайк, откомментировать, я даже не знаю, и следить за нами. Всем здоровья, обследования и хороших анализов. А вам Спасибо, Кирилл. Спасибо. Процветания.